А, По поводу еще я обещала кармических отношений сказать. На самом деле, да, вот там тема очень часто обсуждаемая в интернете и так далее. Но на самом деле все, что происходит с нами в жизни, оно в какой-то степени кармично. Потому что все ситуации, которые создаются, они создаются для того, чтобы мы развивались и в каждый раз в новых условиях как-то могли себя проявить. Или в повторяющихся условиях. Если ситуация повторяется, то тут уже отдельный разговор о том, что, значит, человек что-то упускает, и нужно обратить на это внимание, выявить какие-то закономерности в тех же самых отношениях, почему и что пропускаем, и что с этим делать. Вот. Но на самом деле есть такой момент, как кармическая астрология. Он, в принципе, так и называется. Привет. По-русски пишут. Всем, кто по-русски, привет. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь. Очень хотелось бы, чтобы меня слышали и понимали. По поводу кармической астрологии, там рассматриваются больше не столько все планеты, а больше обращается внимание на Луну и ее так называемые производные Луны, математические точки, там, которые тоже очень важны, и они показывают, встречались ли люди в каких-то из прошлых жизней, был ли у них какой-то опыт. Всем привет! Был какой-то опыт взаимодействия, есть ли какие-то недоработки, которые Нидин Кришна Хай, которые в этой жизни им нужно доработать вместе, либо наоборот. Бывает так, что один человек помогает другому приобрести опыт этой жизни, который вот ему, собственно, и нужен. То есть самому человеку трудно реализовать свою миссию, да, в этой жизни, с которой он сюда пришел. А бывает, он встречает такого партнера, который как раз и помогает ему в этом. Бывает, что это просто вот взаимно. Бывает и то, и другое. И люди встречались в прошлом, и сейчас им нужно что-то в будущем там вместе сделать. Бывают всевозможные комбинации, их там бесконечное количество. Но кроме этого еще есть очень много моментов, на которые обращает внимание астролог, потому что вот такие вот завязки из прошлых жизней, они бывают, ну, как более или менее там, ну, легкие, да, условно говоря. А бывает действительно ситуация такая, что Виктория, да, созвонимся. Спасибо, что была на эфире, очень рада, очень приятно. Спасибо большое за поддержку. Спасибо за поддержку всем, кто пришел, кто слушает. Буквально еще пару минут и как бы до следующих встреч. Вот. Если ситуация бывает действительно сложной, которая может отнимать там много сил, человеку через нее просто нужно пройти. Ну вот нужно пройти для того, чтобы отработать какие-то кармические долги и уже дальше, либо дальше уже идти как бы без этих долгов, да, развиваться дальше, либо бывает такой момент, что он в этих отношениях может просто завязнуть, увязнуть, и все очень сложно и печально. Ну, особенно если люди над собой не работают, не стремятся духовно развиваться и расти. В этом случае, конечно, вообще очень сложно. Если на самом деле в любой там ситуации, какая бы там сложная ни была картина, которую видит астролог, очень важно еще увидеть самих людей, о которых идет речь. Потому что если люди действительно над собой работают, если они развиваются, там, ну, действительно там, да, там, учатся владеть эмоциями, там, анализируют свои там, да, поступки, свою жизнь, свои ситуации, да, там, если повторяющиеся, и как-то находят выходы. Человек учится, человек там идет выше, дальше, и при этом оба занимаются тем же самым, желательно в одном ритме, что, кстати, бывает крайне редко. Но, по крайней мере, если это происходит, тогда нет никаких фатальных ситуаций.
Да, сложности, да, какие-то вещи, моменты непростые, напряженные могут быть, но тем не менее они не фатальны. Если же люди не развиваются, плывут по течению или наоборот деградируют, вот тогда вот самые вот такие вот сложные моменты и бывают. Вот тогда может быть и криминал, и все что угодно и так далее. Самые неприятные моменты. Поэтому самые сложные ситуации, в общем-то, всегда есть выход, если над этим работать.